В роскошном конференц-зале московского отеля проходил благотворительный вечер, собравший предпринимателей, чиновников и меценатов. Среди обслуживающего персонала работала Анна Ковалева, 26-летняя официантка, которая взяла дополнительную смену, чтобы заработать деньги на лечение сестры. Она устала, но держалась. В такие вечера ошибка могла стоить слишком дорого. За столом, где обслуживала Анна, сидел известный предприниматель Илья Дронов, глава крупной ит-корпорации. Репутация у него была тяжелой, вспыльчивый, высокомерный, привыкший, что все вокруг ему подчиняются. Когда Анна наполнила его бокал, один из гостей, нечаянно задев стол, спровоцировал то, что часть напитка пролилась на костюм Дронова. Зал притих. Илья воспринял случившееся как личное оскорбление. Он громко унизил Анну при всех, потребовал показать пример, превратив ее ошибку в спектакль. Люди снимали на телефоны, кто-то смеялся, никто не вмешался. Анна стояла, чувствуя, как мир съеживается вокруг нее, а унижение расползается по залу словно яд. Но внезапно двери зала распахнулись. Вошел Александр Морозов, человек, которого большинство гостей знали по слухам, влиятельный предприниматель, известный тем, что никогда не оставляет свою семью без защиты. Для всех присутствующих стало неожиданностью, что Анна – его жена. Он подошел молча, накинул на нее пиджак, прикрыв разорванную униформу, и лишь тогда обернулся к Дронову. Тон его был тихим, но ледяным, таким, что по спине у гостей прошел холод. Он дал понять, что инцидент произошел не просто с сотрудницей, а с человеком, которого он любит. И что подобные действия, совершенные публично, повлекут публичные последствия. Через несколько минут охрана вывела Дронова из зала. Никто больше не смеялся. К утру история разлетелась по соцсетям. Позиция общественности изменилась мгновенно. Миллионы людей увидели унижение Анны и резкое вмешательство ее мужа. Инвесторы компании Дронова начали отзывать контракты, партнеры замораживать сотрудничество. Начались проверки, расследования, в прессе всплыли старые жалобы сотрудников, которые раньше никто не слушал. Репутация Ильи рухнула за сутки, а вскоре он покинул пост руководителя собственной компании. Его имя стало ассоциироваться с жестоким обращением с персоналом, и это стало началом конца его карьеры. Анна тем временем восстанавливалась после пережитого. Александр помог ей уйти из сферы обслуживания и предложил возглавить благотворительный проект, который они открыли вместе – фонд поддержки людей, столкнувшихся с унижением на рабочем месте. Когда пришел день суда по делу об административных нарушениях и компенсации морального ущерба, Анна стояла уверенно. На выходе ее спросили журналисты: «Что вы чувствуете?» Она ответила спокойно: «Достоинство – не роскошь. Никто не имеет права унижать другого, как бы высоко он ни стоял». Вечером, стоя на балконе своего дома, Анна сказала мужу: «Теперь я знаю, что рядом со мной человек, который защитит меня любой ценой». Александр улыбнулся: «И так будет всегда».